Мистер Ценс был одним из первых граффити-художников на улицах Лондона с 80-х годов. Никакое уличное искусство в Лондоне не было бы полным без его неповторимых работ. Его сюрреализм в работах, крупномасштабные фрески, в том числе смелые надписи и техничные штрихи, сделали его одним из самых захватывающих городских художников Лондона. Родился и вырос он в Южном Лондоне, где до сих пор и проживает со своей семьей. Мистер Ценс писал на стенах с 1988 года, когда впервые открыл для себя хип-хоп-культуру и искусство граффити. Вскоре он стал одержим этой новой, захватывающей формой искусства. С момента его первой заказной росписи, когда ему было 11 лет, он продолжал развиваться и экспериментировать со своим искусством и в колледже, и в университете. Это привело его к карьере профессионального художника граффити, нескольким сольным выставкам в Лондоне и высокопрофессиональным комиссионным работам на международном уровне. Когда я начинал, я писал Ценсе, и за эти годы он просто перешел в Ценс. Имя важно сохранить одним и тем же, чтобы меня запомнили. Но пришлось добавить мистер, поскольку был еще один художник, пишущий Ценс, а я хотел быть уникальным. Как и большинство тегов, у него нет смысла, мне просто нравится это граффити-имя. Насколько я помню, я всегда был в искусстве и постоянно рисовал. Мои родители оба были в искусстве, поэтому всегда были за. Затем, примерно в 1984 или 1985 году, я столкнулся с новым захватывающим движением хип-хопа. Музыка была свежая и увлекательная, и работы на поездах в Нью-Йорке в метрополиях взорвали мой разум. Именно через книгу «Искусство метро» я впервые увидел эту удивительную форму искусства, и с этого момента меня зацепило окончательно. Я узнал свою профессию, копировал каждую часть из книги, пока не смог создать свои собственные надписи, после чего я ударил по улицам примерно в 10 лет. Его женские портреты с яркими футуристическими завитками можно найти по всему Лондону. Мистер Ценс рад, что сейчас общество лояльнее относится к стрит-арту, что смесь различных техник сейчас стала нормой, и у уличных художников большой простор для творчества. Кроме того, по его словам, стало гораздо легче находить стены для росписи. Однако есть и обратная сторона медали. Стрит-арт постепенно вливается в поп-культуру, и все сложнее из кучи псевдотворческого мусора выделить действительно талантливые работы. Recently I've been doing a lot of kind of female faces, which I kind of abstract in my own way, I kind of break down all the shading and the shapes. Мое вдохновение исходит из моего стремления всегда улучшать и создавать произведения искусства на другом уровне. Я пытаюсь подтолкнуть граффити и уличное искусство в будущее своим стилем. И я всегда стараюсь взорвать умы людей инновационными методами. Для моих портретов мое первое вдохновение – это отличное фото с хорошим освещением. Это все, что я использую для создания моих работ. Просто глядя на изображение, я разбиваю формы портрета по-своему. Результатом является загадочная и психоделическая версия, которую зритель видит по итогу. Первые граффити Мистер Ценс были теги, поэтому в художественной школе он экспериментировал с разными техниками и вдохновлялся работами Пауля Клея, Роджера Хилтона и Пита Модриана. Так и сформировался уникальный стиль Мистер Ценс.
Граффити Mr. Cens имеют исключительно эстетический характер. За ними не стоят большие теории, они не связаны с политикой. Он предпочитает создавать абстрактный, фантастический мир, чтобы зрители терялись в нем, находя каждый раз все новые и новые детали и формы. Его оригинальные работы в настоящее время можно увидеть на всех улицах мира, особенно в его родном городе Лондоне. В нем представлены слои сложной формы и линейной работы, которые абстрагируются уникальным и эстетичным способом. Его стиль полон фанков, движений и сочетает в себе разные навыки, такие как фотореализм, иллюстрации и граффити. Он много работает, чтобы удостовериться, что каждая его работа очень индивидуальна и отличается своим качеством. Его новые работы фокусируются на женских лицах, которые он искажает в своем фирменном стиле. Он работает с портретными и модными фотографиями, чтобы создать уникальные интерпретации сильных и духовных женщин. Эти работы являются центром всех различных влияний и технических навыков, которые он приобрел за эти годы. Один из самых продуктивных был 2015 год. Сначала состоялся фестиваль граффити Оноу на Таити. Он был одним из 20 счастливчиков, которых выбрали для участия в конкурсе. Это было удивительное место с прекрасными людьми и безумной сценой граффити, признался Ценс. Затем я был удостоен чести быть приглашенным, возможно, на лучший граффити-фест в мире – Роскилде, наряду с такими легендами, как Сотен и Квест. Затем, после многих других событий в Великобритании, он был первым международным гостем проекта The Lutsk Mural в Лас-Вегасе, организованным ICI Group. My name's Mr. Cens, I'm from London and I've been doing graffiti since 1988. В апреле прошлого года мистер Ценс прибыл в штаб-квартиру Молотов и оформил уже традиционный проект. Целый вагон поезда на заднем дворе, премиальной линейкой красок от Молотов и приятным сочетанием стиля письма и женских лиц. Ценс давно и с радостью принимает участие в проектах от Молотов и в восторге от качества их продукции и организации граффити-проектов. На его личном сайте можно увидеть, что он участвовал во многих ивентах, начиная еще с 1993 года, когда впервые вышел с сольной выставкой «Новые картины в родном Лондоне». Его заслуги в мире искусства еще далеко не заканчиваются, и Ценс работает над своим стилем, как и прежде, не покладая рук. Проверить это может любой желающий на его официальном сайте или странице Инстаграма. За последние несколько лет он много путешествовал, и у него есть работы во многих местах, которые все еще можно увидеть. В настоящее время оригинальные росписи сохранились в Берлине, Денвере, Майами, Париже, Базеле, Швейцарии. А на этом у нас сегодня все. Пишите в комментариях, понравился ли вам наш выпуск и что думаете о новом звучании в роликах. Ждем ваши лайки и подписки на канал. Мы начинаем пилить новые ролики, теперь еще с большей отдачей. Так что ждите следующих выпусков и не ругайте нас за долгое отсутствие. Скоро увидимся. Всем удачи и пока!